Внезапный бунт 25 миллионов человек в России. Пока тихий, но мощный удар по власти и бюджету. А в самом Кремле политики начинают говорить вслух то, о чем раньше боялись даже думать. Неутешительные прогнозы Путина призывают срочно закончить войну. Крах империи? 2 авиакатастрофы с участием военных самолетов в разных концах планеты. Совпадение или связанные между собой события? Какие страны лишились бортов? Удар России по Европе? Страшное заявление. И в этот раз уже не от Соловьева, а с запада. Что начинается? Во время налета дронов теперь можно не идти на работу. Как получить дополнительный выходной в случае угрозы БПЛА? Расскажем об этом и многом другом к утру понедельника, 15 июня. Утро понедельника не такое сложное, если вы начинаете его вместе с нехта. Первый день рабочей недели уже в самом разгаре, и вот главные новости к этому часу. Кажется, главный сериал последних недель подходит к финалу. Трамп объявил, что сделка с Ираном достигнута и распорядился снять блокаду и открыть Ормузский пролив. Заводите моторы, пусть нефть течет. Подписать обещают в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, и даже Тегеран подтверждает. Если не сорвется в последний момент, а загадывать рано, ведь Израиль уже накануне бомбил пригород Бейрута, чем взбесил и Трампа, и Иран, то изматывающая ближневосточная эпопея наконец-то останется позади. Все, кажется, в путинской вертикали пошли серьезные трещины. На фоне пустеющих военкоматов и ударов по тылам системные политики, еще вчера молчавшие, вдруг заговорили вслух. И заговорили о крахе. Страна, мол, на грани социального взрыва. А войну пора заканчивать, потому что экономика ее не вынесет. The Telegraph напрямую называет это расколом, и неспроста. Когда даже ручной парламент начинает предавать, это первый звоночек, что почва уходит из-под ног. Постепенно подбирайтесь к Запорожью. Так точно. Удачи вам. А почва и правда уходит. Россию подводит главный козырь в войне. Численность, по данным CNN, набор контрактников рухнул на 20%. И это при диких стимулах. Выплаты до $80 тысяч, списание долгов под 140 тысяч. Рубли не ведут войны, метко роняет эксперт Найджел Голд Дэвис. Запас на исходе. В ход пошли десятки тысяч зэков, 3 волны северокорейцев, иммигранты. А на горизонте то, чего Кремль боится, как огня. 2-я мобилизация с закрытием границ. Ну и военными преступлениями, разумеется. Возможно, логично как раз передвигаться сугубо одетыми по гражданке, никаким образом не светить свою принадлежность к вооруженным силам, использовать по возможности либо гражданский транспорт, либо транспорт, замаскированный под гражданский, каким-либо способом. А на этом нервном фоне 2 картинки, которые говорят громче любых цифр. В сети завирусился ролик, где на проправительственную сходку за Путина банально никто не пришел. Не так много людей, как было запланировано. Вот, у нас вот активисты пришли. Не так много людей, хотя планировалось там от 20 до 30. Но зато поддержал верный Милорад Додик, лидер боснийских сербов. Назвал Путина мудрым за то, что тот бережет мирных. Мол, предупреждает, почему ударит. А кто остался, тот сам виноват. Бомбить предупредив, это выходит теперь гуманизм. Выстрел! Ну а свежий ценник войны, от которого холодеет даже Кремль, по подсчетам Яниса Клюге, в начале 2026-го Россия впервые спустила на войну 2/3 всех собранных налогов. Рекордные 65% бюджета против 18% в довоенном 2021. 2 рубля из каждых 3 на фронт. И этого все равно мало. Дыра в казне уже перевалила за 6 триллионов. Проще говоря, пушки дожирают масло. Крым попустили, Крым пустеет. Стремительно. Похоже, отдыхать на полуострове этим летом будет некому. Курортный сезон фактически сорван. Брони в отелях сыплются на 70-90% из-за топливного коллапса, ведь бензина не хватает. А до 85% туристов приезжали на машинах. Видимо, даже те, кто готов был купаться в мазуте под грохот войны, не горят желанием застрять на полуострове, который вот-вот превратится в остров. Россияне взбунтовались, бунт 25 миллионов человек. Но пока тихий, без митингов, флагов и кричалок. Точечные удары наносятся по государственной казне.
По подсчетам самих властей, почти треть рабочей силы страны сейчас трудится в серую, и налоги толком не платят. Зарплаты в конверте, подработки мимо кассы, скрытая выручка, лидеры теневой зоны, стройка, торговля, грузоперевозки. Против растущих налогов голосуют рублем. Казна недополучила 900 миллиардов рублей за год. Власти грозятся вывести из тени миллионы, но загвоздка очевидна. Народ уходит глубже в тень. Бунт без единого выстрела, и бюджет разрывается на части. Удар России по Европе вплоть до ядерного звучит как очередная угроза с кремлевского телевизора, но на сей раз пугает сам Запад. С таким прогнозом выступил американский политолог Джон Миршаймер. Мол, если удары вглубь России продолжат нарастать, а летят они, как мы уже видим, за 700 километров, Москву загонят в угол, где она задумается об ответе по Европе и неконтролируемой эскалации. Думаю, если мы примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе. Но вот что любопытнее самого прогноза. Миршаймер, самый известный на Западе сторонник линии «надо понять Москву», и его годами критикуют ровно за то, что он озвучивает кремлевскую логику «сами довели» голосом профессора из Чикаго. То есть перед нами не столько предсказание, сколько удобный для Москвы тезис, который теперь можно цитировать со ссылкой на американских экспертов. И всплывает он аккурат тогда, когда дроны достают до тульских заводов. Совпадение? И что дальше? А что, если страна вдруг решит запретить себе расти? Звучит дико, но именно это вынесли на референдум в Швейцарии. Законодательно закрепить потолок населения в 10 миллионов до 2050-го. Сейчас там около 9 миллионов, и растет страна в основном за счет мигрантов, которых уже больше четверти. Авторы из правоконсервативной партии напирали: все дорожает, поезда забиты, жилья нет. А при достижении лимита Швейцария должна была даже разорвать с ЕС договор о свободном передвижении. В итоге швейцарцы сказали нет, около 55% против. Испугались изоляции. И это лишь часть моды на разводы. Как пишет Нью-Йорк Таймс, в США и Канаде все громче зовут к отделению целых регионов. От левой Каскадии до нефтяной Альберты, которую уже сравнивают с канадским Брекситом. Корень один. Люди все меньше доверяют далекому центру и хотят отгородиться, кто стеной, а кто и границей. Похоже, авиация в эти дни кого-то всерьез не взлюбила. Крушения идут одно за другим. Свежее накануне в Индии разбился военно-транспортный Ан-32. При посадке на авиабазе в штате Ассам борт выкатился за полосу, накренился, ударился о грунт и загорелся. Над аэродромом встал черный дым. Из 6 членов экипажа выжил лишь один, второй пилот. 5 погибли. А днем ранее, 13 июня, в США рухнул истребитель FA-18 Hornet морской пехоты. Машина серьезная, сверхзвуковой палубный боец. Это случилось на учебном полете в штате Вашингтон под Сиэтлом. Пилот успел катапультироваться и отделался легкими травмами, а вот самолет, упав в лес, устроил пожар. Из кемпингов у озера срочно эвакуировали туристов. Но самая громкая трагедия случилась в небе над Рио-де-Жанейро, где в воздухе столкнулись два вертолета. Среди 6 погибших оказался популярный американский певец Оливер Три. Ему было всего 32. Небо за эти дни собрало по-настоящему мрачную жатву. Появилась страна, где из-за дронов можно официально не идти на работу, а зарплату все равно платят. Где же так гуманно? В Финляндии. Власти выпустили рекомендацию. Если объявлена тревога из-за беспилотников и людям советуют укрыться, работодатели должны сохранить зарплату тем, кто не смог добраться до работы. Поводом стал прошлогодний случай в регионе Уусима, когда из-за угрозы дронов жителей загнали по домам. Логика министра занятости простая: никто не должен рисковать безопасностью из-за страха потерять деньги. Исключение экстренной службы, медики и энергетики. Их не отпустят, но обязаны защитить на месте. Вот так растущая дроновая угроза по всему миру рождает неожиданно заботливые законы. Где-то от беспилотников горят заводы, а где-то из-за них дают законный выходной. А вы бы хотели? Мир, возможно, прямо сейчас наблюдает репетицию следующей пандемии. Из Африки приходят тревожные сводки. Вспышка эболы в Конго и Уганде уже охватила около 700 человек, больше 140 погибших. Но пугает экспертов даже не цифра, а то, что за ней стоит. Financial Times прямо называет эту эпидемию генеральной репетицией новой пандемии. Вирус вызван редким штаммом, против которого нет ни вакцины, ни лечения. Медиков в Конго атакуют местные жители и боевики, а мировая система здравоохранения сидит без денег и единой координации. Иными словами, вспышка обнажила, насколько слабо человечество готово к болезни X, той самой неизвестной угрозе, которой все боятся после ковида. Пока ВОЗ оценивает глобальный риск как низкий, вирус передается лишь при прямом контакте, но звоночек звучит очень отчетливо.
Что-то странное зависло над американскими горами. Огромная, бесшумная, меняющая форму. Размером с самолет, а с виду картофелина. И это не мем, а рассекреченный документ Пентагона. В феврале 2022-го над горами Шайен у Колорадо-Спрингс офицер разведки и 4 военных наблюдали неподвижный объект в сотни метров над хребтом. Угловатую несимметричную картофелину из неровных панелей, что двигались волнами, как рыбья чешуя, мерцая белым на солнце. А потом она попросту исчезла. Свидетель так детально все описал, что в ФБР даже нарисовали портрет — летающий клубень в небе. Официальное объяснение дежурное — оптическая иллюзия от снега и облаков. Но достоверность даже сами специалисты признали низкой. Так что вопрос, который сам Трамп вынес в заголовок рассекреченных документов, остается в силе. Что, черт возьми, происходит? А вы как думаете? Но Белый дом в эти дни не узнать. Трамп с размахом отмечает 80-летие, превратив резиденцию президента в настоящий цирк. Прямо на южной лужайке перед окнами овального кабинета выросла 9-метровая клетка для боев без правил. Накануне там организовали турнир UFC в честь юбилея президента. Над рингом гигантская светящаяся арка, трибуны на 4000 вип-гостей и фан-зона на 75 тысяч, а клетку обвешали логотипами спонсоров, включая криптобизнес самого Трампа. Каскадеры гоняют на мотоциклах под окна, стены западного крыла дрожат от басов, а во время официальных заявлений президента, по словам журналистов, фоном гремит рок-хит «The Boys Are Back in Town». Ради этого шоу Трамп даже подвинул свой график на саммите G7. Мол, сначала бои, а потом уже мировая политика. Американцы в восторге не все. Лишь 16% сочли клетку у Белого дома уместной. Оппоненты зовут это хлебом и зрелищами и чистым нарциссизмом. Контраст добил Зеленский. В этот же день он созвонился с Трампом, поздравил с юбилеем и полчаса обсуждал войну. С одной стороны клетка и басы, с другой разговор о фронте. Юбилей в стиле и цирк, и кони, и люди, и залпы тысячи орудий. Хмурые Стармер, Мерц и Мелони стоят столбами, а довольный Трамп в красной кепке снисходительно жмет руки всем, будто бы хозяин положения. Рядом мусорные баки с табличками «Права человека» и «Климат». Мол, все важное выбросили на помойку, лишь бы угодить Вашингтону. Еще до старта саммита G7 во Франции улицы вокруг забурлили. Тысячи протестующих вышли к Женевскому озеру против встречи богатых. Власти на всякий случай согнали к саммиту 4000 солдат и 8000 полицейских. А толку от самой встречи, говорят дипломаты, ждать особо нечего. Главными темами станут война в Украине и на Ближнем Востоке, но прорывов не предвидится, как обычно. Спасибо, что были с нами. До встречи уже вечером.